Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку один из самых вкусных, сочных и, главное, нежных видов орехового пирожного. Это знаменитейшее немецкое пирожное ореховые уголки. Или, как по-немецки они называются, Nussecken. Пирожное это любимо миллионами у нас в Германии, без преувеличения. История этого рецепта уже насчитывает около 300 лет. Первые письменные упоминания этого рецепта относятся уже к 18 веку. Делается это пирожное из самых простых и доступных продуктов. Оно очень долго хранится. До месяца его можно хранить. Знаю уже из многолетнего опыта. Хозяйки обычно готовят его к Рождеству. Но это пирожное настолько любимо в Германии народом, что оно продается на протяжении всего года во всех кондитерских и булочных. Настолько оно незабываемо вкусное, рассыпчатое и в то же время очень нежное и сочное сверху. Итак, готовим тесто на песочный корж. На стандартный противень 42 на 32 сантиметра я готовлю. 220 грамм холодного сливочного масла я натираю на терке. 450 грамм муки. 1 чайная ложка разрыхлителя. Просеиваю всю сухую смесь в масло. Добавляю туда сейчас 1 щепотку соли, небольшую такую. Также 8 грамм ванильного сахара и 150 грамм сахарной пудры. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Сахарную пудру лучше ничем не заменять, потому что сахар у вас, если он крупнокристаллический, просто не успеет разойтись в этой массе. Либо же берите очень мелкокристаллический сахар, но зачастую его труднее купить, чем просто сахарную пудру. Растираю вот так все руками. Это пирожное готовится даже без всякого миксера. Добавляю туда 3 яйца, тоже охлажденные из холодильника. Яйца весом по 50 грамм примерно, без скорлупы. То есть это средний размер яиц, размер М. И просто собираю все это тесто в комок. Получается тесто практически уже не липнущее к рукам. Знаю уже из опыта, из многолетнего, что если вы дадите этому тесту минут 15 лежать при комнатной температуре, оно у вас будет идеально распределяться по противню. Противень у меня здесь стандартный 32 на 42 сантиметра. Просто руками распределяю сейчас тесто по пекарской бумаге, ставлю вот такие кондитерские рамки. Вы можете их не ставить. Я их ставлю, мне так удобнее с ними работать, чтобы уже сразу у меня отходов тогда не будет у этого пирожного. Но можете и без рамок это делать просто на противне. Пирожное будет невысокое, то есть обычный противень подойдет. 3 столовые ложки абрикосового джема я выкладываю. Больше не берите абрикосового джема, потому что потом он вам будет мешать при распределении ореховой массы. Для этого пирожного обязательно скалочкой нужно подкатать и сам корж, и очень красиво распределить джем, чтобы потом пирожное у нас выглядело красиво в разрезе. Вот это в этом пирожном нужно просто сделать. Здесь у меня 140 грамм сахара. Добавляю туда 16 грамм ванильного сахара, 40 миллилитров воды, пожалуйста, не больше, 200 грамм сливочного масла и отправляю все это на плиту и довожу сейчас просто это до кипения. Теперь в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании я довожу всю эту смесь до кипения. Можно даже и на полном огне ее доводить до кипения. Кипячу ее буквально 20 секунд, не дольше, и снимаю сразу же с огня. То есть дальше ничего здесь кипятить не нужно. Просто объединяем все эти массы. Масса будет очень горячая, такая она и должна быть. И сразу же, еще в очень горячую эту масляную смесь я добавляю 200 грамм молотого миндаля и 200 грамм молотого фундука. Вы же можете любимые ваши орехи добавлять, и грецкие орехи. Но вкус у этого пирожного должен быть миндально-фундучный. Можете больше миндаля добавить, можете больше фундука, все как вам нравится. Можете другие какие-то орехи добавлять. Сейчас я всю эту ореховую массу, она очень быстро перемешивается с этой масляной смесью, слегка намочив ладошку в воде, распределяю просто руками. Можно шпателем, конечно, но быстрее всего вот так руками. И потом нужно очень красиво выгладить эту массу. Тоже слегка смачиваю уже металлический шпатель, или можете хотя бы даже ножом, смочив его в воде, если у вас нет никакого шпателя, разровнять просто до гладкой такой поверхности. Выпекаю я этот корж сейчас в заранее разогретой духовке при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне примерно 30 минут. Пожалуйста, не дольше. Еще в горячем виде я освобождаю этот корж от кондитерских рамок, снимаю их, удаляю и сразу же начинаю делать вот такие прорезы, характерные для этого пирожного, то есть на треугольники будем его нарезать. Нарезаю вот так на 4 продольные полосы и потом разрезаю также на 4 поперечные полосы этот корж, чтобы у меня уже получались такие достаточно объемные треугольники.
Очень часто на Рождество у нас это пирожное делают в виде рождественского печенья. То есть немецкие хозяйки режут просто на маленькие плецхен. На маленькие такие печенья. Это же пирожное. То есть, если вы захотите, вы можете нарезать и в качестве именно рождественского печенья его подавать. Потому что в Германии очень часто так делается. Даже линцерское пирожное очень часто нарезается именно на маленькие печеньки. Сейчас, как вы видите, я каждый прямоугольник делю вот такими пропиливающими движениями очень-очень аккуратно и бережно на треугольники, чтобы придать характерную форму этому пирожному. Вы можете прямоугольниками оставлять, если вам как-то трудно это будет распределять на треугольники, но оно должно быть треугольным, потому что его даже название этого пирожного Нусс-Экен, оно так и называется ореховые треугольники. Как только у меня пирожное остыло уже полностью до комнатной температуры, стабилизировалось, я дала ему полежать часа 2 вот так при комнатной температуре, чтобы уже хорошо можно было брать его в руки. Верхняя поверхность у него очень-очень нежная, поэтому нужно работать очень аккуратно. Я начинаю его украшать просто кондитерской глазурью темной. Вы же можете его также украшать темным шоколадом. На 200 грамм шоколада мы берем 20 грамм растительного масла без запаха, чтобы шоколад уже лучше у нас распределялся. По традиции оно украшается вот теми 3 способами, которые я сейчас показываю в видео. Если вы хотите, чтобы это пирожное у вас хранилось действительно до месяца, нужно глазировать все полностью его боковины, как вот я сейчас показываю это в видео, и тогда оно прекрасно у вас в холодильнике в герметичном контейнере будет храниться месяц, и ничего с ним не случится. Это пирожное прекрасно можно замораживать. Потом размораживается оно просто в холодильнике, и прекрасно его также можно подавать на стол. То есть это пирожное действительно очень удобное и необыкновенно просто вкусное. Готовить проще уже некуда, я бы сказала. Здесь хочу напомнить, что очень важно нарезать его именно еще в не до конца остывшем виде, можно сказать в теплом, иначе оно у вас будет крошиться потом уже рассыпчатый корж нижний при нарезании. Вы посмотрите, какое оно красивое в разрезе получается, нежнейшая сверху ореховая прослойка. Вы также можете туда и миндальные лепестки добавлять вместо такого молотого миндаля. Можно также и нарубленный туда миндаль или фундук добавлять. Все на ваше усмотрение. Просто я сегодня показываю вот классический вариант этого пирожного, чтобы познакомить вас с этим рецептом, кто его не знает. Кто девочки из Германии, меня очень многие просили в комментариях. Наконец-то я собралась его, приготовила этот рецепт для канала, потому что этот рецепт, он действительно палочка-выручалочка, когда нужно быстрое, допустим, даже рождественское печенье, можно его нарезать на мелкие треугольнички и также подавать его к столу. Необыкновенно просто вкусный десерт получается и очень долго хранится. Вот так прекрасно выглядит оно у нас уже в готовом виде. Вот так оно надламывается, это пирожное, нежнейшее, просто тающее во рту пирожное. Нежнейший песочный корж, рассыпчатый и необыкновенно сочная, тающая во рту начинка ореховая. Пирожное очень долго не черствеет. Даже спустя пару недель, если вы его будете хранить в холодильнике, оно остается таким же мягким и нежным. Удивительное просто пирожное. Очень советую его готовить. Оно очень ароматное, очень ореховое. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. И, конечно же, искренне всем желаю успешной предрождественской выпечки.